В этом иллюстрированном рассказе речь пойдет о девочке, которую зовут Саба. Она с трудом избежала смерти, убегая из захваченного огнем войны иракского города Мосул. Во время наступления правительственных войск Ирака в 2017 году повстанцы использовали женщин и детей в качестве живого щита. Девочка на фотографии, улыбаясь сквозь слезы, без слов рассказывает нам свою трагическую историю. В ее огромных, полных боли и слез глазах будто бы отражаются все ужасы той самой военной операции под названием «Битва за Мосул». Босая, в испачканной леопардовой кофте, она мчалась по улице, пытаясь закрыться руками от оглушающих взрывов. Крик боли и ужаса словно застыл в ее взгляде. Девочка плакала от страха и горя, когда встретила военного фотографа. Он остановил ее, потрясенный ее взглядом. «Улыбнись», — попросил он. И она сквозь слезы улыбнулась. За эту улыбку и кадр военного фотографа Сабу назовут иракской Моной Лизой. Это была улыбка боли и радости, ей удалось выжить и спастись от бомб. В этой улыбке и мука, и отчаяние, и счастье, и благодарность за то, что безмерному ужасу приходит конец. К сожалению, фотографии, где Саба улыбается без слез и боли в своих глазах, нам так и не удалось найти, и наш художник воссоздал ее лицо без этих страшных эмоций. Девочка Саба из западного Мосула стала символом этой безжалостной войны. Она и сейчас живет у родственников в окрестностях города, но пережитый ею страх того дня Саба никогда не забудет. В этом фрагменте мы расскажем о другой девочке, которую зовут Салма. Она родилась и выросла в плавучем речном доме на реке Инд, которая находится в Пакистане. На фотографии маленькая девочка из рыбацкого племени Махана. Ее лицо сосредоточено, улыбка сдержана, а в глазах серьезная и взрослая грусть. Лицо ребенка обветренное и загорелое, волосы слиплись от речной воды. Вся ее жизнь прошла на реке. Обветренное лицо Салмы, спутанные от илистой речной воды волосы и худенькая шея рассказывают нам о нелегких буднях исчезающего племени, прозванного речным народом. На Салме старая изношенная одежда, плохо выстиранная в мутных водах Инда. Она мечтает учиться, чтобы узнать много нового и полезного, но детям ее племени школа недоступна. Ей всего 9 лет, но она уже трудится как взрослая. Ее обязанность ходить по берегу реки и собирать коровий навоз. Из навоза делают лепешки, которые используются как топливо для печей. Салма привыкла к тяготам речной жизни, но выживать на реке с каждым годом становится все сложнее. Тревога в глазах девочки выдает ее мысли. Она боится, что семье придется оставить привычный речной дом и построить на берегу убежище из глины и тростника или переселиться в город. Наш художник добавил улыбку на лицо девочки. Мы не знаем, что с ней стало дальше, но надеемся, что все у нее сложилось хорошо. Мы переносимся в соседний географический регион, находящийся по другую сторону границы Пакистана. Этого мальчика зовут Бурхан Фаяз, и он стал символом неутихающего конфликта в Кашмире, который бушует на севере Индии вот уже 70 лет. После ухода колонистов британская Ост-Индия распалась на две стороны – Индию и Пакистан. Разделяло их маленькое княжество Кашмир, которое по желанию князя примкнуло к Индии. Мусульманское большинство региона, а также Пакистан с этим не согласились. И с тех пор страны ожесточенно воюют друг с другом. Слезы катятся по пыльным щекам ребенка, оставляя на его лице мокрые дорожки. Фаяз узнал о гибели друга, когда играл на улице с другими детьми. Он был так потрясен, что его лицо осталось грязным до самых похорон. Амир оказывал сопротивление на стороне боевиков-сепаратистов. Со стороны индийских сил безопасности был открыт огонь, и шальная пуля попала в его шею. Амир погиб мгновенно. Боль, которую переживает рыдающий мальчик, не нужно описывать. Его страдание невольно проникает прямо в сердце. Он только начал жить, но уже знает, что такое потерять лучшего друга. Наш художник изобразил лицо мальчика и придал ему вид, как будто ничего не произошло. Ребенок улыбается, он полон сил, и вся жизнь еще впереди. К большому сожалению, процессы, протекающие в обществе, не щадят ни женщин, ни детей. К счастью, дети в цивилизованных странах ограждены от таких жутких событий, но, к большому сожалению, они не ценят того, что имеют. Теперь мы отправляемся в страны Персидского залива, в королевство Султанат Оман. Красивая девочка, которая смотрит на нас из-под синего покрывала, родилась на пустынном засушливом острове Массира в султанате Оман.
Девочку зовут Джана Аль-Амирия, и ей 8 лет. Взгляд ребенка завораживает своей красотой. Она одна из немногих обладательниц самых красивых в мире трехцветных глаз. Ее радужная оболочка меняется от темно-карего до ярко-золотистого с пронзительным зрачком в центре, что придает невероятную глубину и обворожительность ее взгляду. Такая удивительная генетическая особенность встречается в мире крайне редко, а для племен бедуинов подобная аномалия – настоящее чудо. Ребенок закутан в небесно-синее покрывало – это бедуинская одежда. Ее волосы не случайно выбились из-под платка. Это отличительная черта незамужних девушек. Мы видим только глаза девочки, ее лицо надежно закрыто платком. Это говорит о том, что в ее племени строго следуют заповедям ислама. Мы не нашли других фотографий девочки, и наш художник, анализируя изображения коренных жителей, воссоздал лицо девочки и убрал платок, закрывающий нижнюю часть ее лица. Теперь она смотрит на нас открытым и чистым взглядом, без страха быть наказанной за непокрытое лицо в соответствии со строгими исламскими традициями. Переносимся в страны Юго-Восточной Азии. Республика Союз Мьянма, ранее известная как Бирма. Это государство в Юго-Восточной Азии, которое расположено в западной части полуострова Индокитай. Мальчик на фото, которого бреют наголо, готовится стать монахом. Его имя выяснить не удалось, но известно, что он живет в одном из удаленных горных буддийских монастырей. Эта фотография была сделана весной 2011 года и запечатлела начало обряда Пой Санг Лонг. Это посвящение мальчика в буддийские монахи. Проводится фестиваль ежегодно, в день рождения Будды. Мальчику бреют голову, потом обливают водой с благовониями и наряжают в красивую одежду. В этот момент мальчик становится драгоценным принцем, таким же, как принц Сиддхартха. Казалось бы, красивая традиция, но за ней скрывается жестокая реальность. В глазах мальчика боль и понимание, что он расстается с мамой навсегда. Мальчик явно сдерживает слезы, но не плачет. Он стойко переносит посвящение. Ему 10 лет, но он уже понимает, что монашество – это его единственный жизненный путь. Мы добавили улыбку на лицо ребенка. Нужно отдать должное, что он с мужеством принимает такое серьезное решение, которое изменит его жизнь навсегда. В нашем художественном проекте мы показали вам лица 5 детей, которые абсолютно такие же, как и самые обычные дети. К сожалению, судьба преподнесла им гораздо более трудный и тяжелый путь, который может даже оказаться не по плечу взрослому. Над проектом работали люди из России, Украины, Молдовы и США. Мастерство художника и красноречие автора текстов позволило нам показать наш взгляд на мир и продемонстрировать вам то, что обычно не показывают по телевизору. Авторские права на использование фотографий принадлежат их владельцам. Грустная и проникновенная музыка принадлежит многочисленным авторам со всех уголков Земли. Цените то, что у вас есть. Ведь для кого-то проснуться утром и пойти на работу может быть заветной мечтой, которой не суждено сбыться.